Привет всем саперам! В сегодняшнем обзоре линейка от Red Pedal весел 2019 года. От самых маленьких для подростков, алюминиевая прокат, бурная вода, основная линейка и Performance. Весла отличаются шафтом, лопаткой, замками, по росту, по весу. Обо всем этом поподробнее в нашем обзоре. Пару общих слов. Конструктивно весла бывает трех типов. Многосоставные для путешествий, которые хорошо и удобно складываются в сумку и настраивается. Просто настраиваемые весла, которые просто настраиваются, но при этом уже в сумку их не сложить. Обычно такие весла применяются на прокате. Или же весла для спортсменов под обрез. Такое весло вы обрезаете один раз и используете уже в спортивном режиме без возможности настройки вообще. Ваше весло должно быть выше вас на 10-25 сантиметров в зависимости от вашего роста, опыта и стиля гребли. Все это богатство весел сегодня мы будем мерять, взвешивать и даже грузить для того, чтобы понять, что же нам выбрать в тех или иных условиях. Сводную таблицу по параметрам каждого весла вы увидите в конце нашего видеоролика. А сейчас пройдемся отдельно по компонентам, чтобы помочь вам в процессе нашего видео сделать осознанный выбор. Основная линейка трехкомпонентных весел Red Pedal 2019 года состоит из 8 моделей, отличающихся лопатками, шафтами и замками. Давайте попытаемся протестировать и измерить отдельно все узлы и сделать выводы. Выбирая любое весло в основной линейке Red Pedal, у вас всегда есть опция между выбором карбоновой лопасти и нейлоновой. В 2019 году форма нейлоновой лопасти немножко изменилась, но несущественно площадь осталась та же. И, между прочим, площади между лопастями, как вы видите, практически идентичны, как и формы. Собственно, это не будет критерием выбора в любом случае. Что же для покупателя является основными критериями выбора? Прежде всего, это надежность лопасти в любых условиях. Бурная вода или прокат, нейлоновая лопасть показала себя достаточно хорошо. По периметру резиновая окантовка, хорошая, достаточно надежный нейлон, и материал, в общем-то, позволяет говорить о том, что все достаточно надежно. Но в случае, когда вам понадобится хороший, точный спортивный грибок всего весла, вот этот вот прогиб нейлона является практически необратимым следствием использования этого материала в лопасть. Этого же нельзя сказать о карбоновой лопатке. Безусловно, карбоновая лопатка является более жесткой. И самое главное, что вот эта вот жесткость лопасти может очень существенно повлиять на жесткость всего весла. Именно поэтому карбоновая лопасть является безальтернативным выбором спортсмена. Карбоновые шафты в основной линейке Red 2019 года имеют три типа. Цифра 50 или 100 в названии, судя по замерам, тождественна жесткости рукояти и ее легкости. Мы постарались изолированно протестировать жесткость шафта во всей линейке весел Red Pedal. Выставлены на две точки опоры на расстоянии 120 сантиметров два упора. Линейка на заднем фоне, которая показывает глубину прогибания. И стандартная пудовая гиря в качестве эталона нагрузки. И хотя в плетениях визуально почти не отличить, сам по себе 50-й шафт реально почти в 2 раза гибче 100-го. Но так ли необходим жесткий шафт в случае с нейлоновой лопаткой, прогиб которой с лихвой перекрывает самую большую амплитуду прогиба мягкого весла? Тем более, что в том самом жестком варианте с нейлоновой лопаткой, карбон 100 нейлон, Red Pedal применили еще и матовую структуру шафта. Знакома по прошлогодней коллекции структура без визуально выраженного карбонового плетения достаточно хороша в плане жесткости. Но, как показали замеры веса, сильно проигрывает классическому плетению 100-го шафта весел Full Carbon 100. Почти догоняя вес своего нижнего 50-го близнеца по линейке. В то же время разница между лопатками нейлон и карбон составляет ориентировочно 15-25 грамм. И явно не так существенна в весе весла, как разница в самих шахт 110-115 грамм. Поэтому для недорогих мягких решений речной гребли мы посоветовали карбон 50 нейлон в линейке Red Pedal. А для более претензионных к себе жесткости снаряда покупателей порекомендовали бы жесткий и легкий 100-й Full Carbon. Несмотря на то, что в 2019 это уже давно не новость, мы решили все равно отдельно уделить внимание системе крепления нижней части весла. В отличие от других производителей, которые ограничиваются пином и получают в результате использования люфт нижней части весла, Red использует эффективно, кроме пинлока, еще и эксцентрик. Эксцентрик
позволяет зафиксировать весло так, что у вас никогда не появится люфт лопатки по отношению к шафту и ручке. Для обзора замков 2019 года мы выбрали совершенно два одинаковых весла. Карбон 100 нейлон с разными замками. А вот в классической системе Комлок, которая является традиционным эксцентриком, появилось приятное новшество. Каемка, вырез с пазиком в замке, которое препятствует вращению ручки по отношению к лопасти. Система Leverlock в 2019 году не претерпела каких-то существенных изменений. Фактически та же самая ручка с тросиком внутри, распирающая резиновую втулку. Заходит в шафт. Шафт получается гладким. Фиксация происходит внутри ручки распоркой. Ручка крутится по отношению к лопасти. Субъективно кому-то просто нравится гладкий шафт и, возможно, больше эта ручка. А кому-то нравится комлоковская ручка и невозможность крутить ручку по отношению к лопасти. На этих же двух веслах карбон 100 нейлон Leverlock и Комлок мы решили сравнить непосредственно замки на вес. Кладем на весы для начала Leverlock весло 897 грамм. Укладываем Комлок. Получаем 879 грамм. Можно подвести итог, что Комлок система в любом весле будет примерно на 20 грамм легче, чем Leverlock система. Это не очень существенно, но это тоже может повлиять на ваш выбор. В 2019 году Red Paddle дополнила линейку подростковых весел, выпустив два весла посерединке между детским и взрослым. В базовых алюминиевых веслах система Push-Pin тоже была заменена на Комлок с удобной прорезью, направляющей во избежание проворота ручки. В премиальной линейке произошло просто изменение формы лопасти на более современную. Все остальные элементы конструкции практически не изменились. Мы имеем одно-, двух- или трехкомпонентное весло, точно так же, как и раньше, с новой формой лопасти. Результаты измерений мы бережно занесли в финальную таблицу, параллельно подводя итоги и делая выводы. Название весла содержит информацию о особенностях размера, кидди, миди, материале шафта, карбон 50, 100 элит или алюминий, наличии нейлоновой лопатки, конструкции трехкомпонентной, настраиваемой или фиксированной длины и механизме настройки длины ручки. По замерам в таблицу мы внесли длину весла в крайних настройках, размер в разобранном состоянии, точный вес, относительный прогиб шафта и рекомендованную цену в Украине для сравнения. Приобрести эти весла вы можете в магазинах наших партнеров, ссылки на которых в описании.